Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и сегодня мы с вами сделаем бантики к школе. Но до этого я хочу вам показать вот этот материал. Мне часто присылали в личные сообщения какие-то чужие фотографии с работами, спрашивали, что это за материал. Изначально я не знала, но теперь мне он пришел, и это на самом деле искусственная кожа. Или эко-кожа, как ее еще называют. Сверху она полностью усыпана блестками, или, как говорят, глиттером разного размера. И она не осыпается. Это огромный плюс. Тем более, что очень удобно клеить на горячий пистолет. Ну и сверху она как наждачка. Поэтому, если вы будете делать детские украшения, смотрите так, чтобы не царапать кожу ребенка. Ну и для сегодняшней работы я взяла схему бантиков с интернета. Ссылки, как всегда, в описании. Первый бантик я сделала вот такой, ну а все остальные буду делать по такому же принципу. На самой схеме 3 варианта бантика, 3 разных размера, поэтому вы комбинировать можете как хотите. Но для своих резинок я использую самые обычные резинки, которые я покупаю на рынке. Диаметр этой резинки приблизительно 4 сантиметра. Мне кажется, это очень удобный вариант для девочек, которые ходят в школу. Я вырезала нужный и подходящий мне бантик. И я очень люблю сочетание блесток с кружевом. Особенно кружева такие немножко вязаные, грубые кружева. Вы же можете использовать тот материал, который вам больше нравится. Я подбираю размером. Ширина кружева где-то 5 сантиметров. Я немножко срезала снизу, потому что мне показалось, что его будет многовато. Отрезала приблизительно 7 сантиметров. Снизу все собираю на нитку, делаю сборочку и хорошо все затягиваю и сшиваю. У нас получается бабочка. И уже эту бабочку можно вклеивать в свой бантик с любой стороны. Хотите сверху, хотите снизу, хотите посерединке. Придумывайте, выдумывайте и клейте где хотите. Я же вставлю свою кружевную бабочку между самим бантиком. Ну и начинаем все склеивать. Верхнюю часть бантика я приклеиваю немножко дальше от середины, для того, чтобы посередине у нас не было очень большого утолщения. После этого начинаю все между собой склеивать. И уже потом, не закрепляя серединку нашего бантика, я приклеиваю резинку. И резинку я еще закрепляю тонкой лентой. Это я подсмотрела у тех, кто делает резинки-заколки. Часто бывало такое, что если мы ничем не закрепляем, наш бантик просто отклеивается и слетает с нашей резинки. А таким способом бантик на резинке будет очень надежно держаться. И ваш ребенок в самый неподходящий момент этот бантик не потеряет. И уже поверху ленточки, ленточка у меня где-то 5 мм, я приклеиваю нашу кожу. Также вместо этой кожи вы можете использовать любой глиттерный фоамиран.
Все ссылки на другие бантики я вам оставлю в описании к этому видео. Переходите, читайте. Я думаю, там вы тоже найдете для себя что-то полезное. Ну и теперь давайте переходим к самой повязке. На этот раз я беру резинку и ее сшиваю. Также я немножко все подклеиваю, чтобы у меня все хорошо надежно держалось. Это эластичная резинка. Она также продается в любом швейном магазине. Ширина моей резинки в этот раз 2 сантиметра. Она есть также и тоньше. Я взяла 2 разных по размеру бантика и буду склеивать один большой. Для начала я собираю бантик приблизительно и смотрю, как он будет выглядеть на моей повязке. Можно также не делать кружево, можно просто склеить бантик, но я все-таки решила дополнить кружевом. Точно так же сшиваю с кружева бабочку и уже буду вклеивать между нашими заготовками. Все хорошенечко склеиваем, все хорошенько закрепляем и приклеиваем на саму повязку. И имейте в виду, наш шов, который находится на повязке, вы должны закрыть бантиком, закрыть так, чтобы его не было видно. И я буду приклеивать бантик на свою резинку, никаким образом больше не закреплять. И я уверена в том, что наш бантик никуда не оторвется, не потеряется. Ну и скажу, где купить такой материал. Залазите на любой китайский сайт, особенно, я думаю, все у нас любят покупать что-то с AliExpress. Вбиваете искусственная кожа, и вам выдают огромное количество этого материала. Короче, его там предоставлено огромное количество. Поэтому заходите, выбираете и заказывайте то, что вам больше нравится. Ну и единственный минус этой кожи в том, что все-таки по сравнению с глиттерным фоамираном он намного дороже. Даже на китайских сайтах. Ну и если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Ну и не забывайте выставлять свои работы в моей группе ВКонтакте. Все ссылки вы найдете в описании. Ну а мы увидимся уже с вами совсем скоро. Пока-пока!